В Пермском крае существует общественная организация с характерным названием «Вежливые люди». Они проводят военизированные мероприятия для школьников и собирают пожертвования на амуницию и технику для действующей российской армии. В качестве отчетов «Вежливые люди» регулярно публикуют благодарности от командиров частей и многочисленные видеоролики от военных на фоне переданной техники. Вряд ли бы мы обратили внимание на это сообщество, но одна видеозапись выбивается из общего ряда. Примечательно, что авторы видео сами решили этой записью поделиться. И что активисты, которые называют себя вежливыми людьми, не утаили ролик, а выставили его на всеобщее обозрение. С гордостью. И с такой вот аннотацией. Немного юмора от наших подопечных, пишут. Пацаны даже в таких тяжелых условиях не теряют чувства юмора. В одном из освобожденных, пишут они, населенных пунктов на Покровском направлении. И вот это видео. Ну что, солдаты у нас все серьезные. Были пойманы с поличным, так скажем, блядь. Себя-то покажи, блядь. А я серьезный тип, что вы? Нормально. Вот это что за господин? Здесь съемка видео. Лондон. Ой, извините. Мы прямиком в Лондон, господа. Ой, бля. Это, конечно, бля. В кадре разгромленный дом в Покровском районе Донецкой области. В этом доме жили люди, которые почти наверняка говорили на русском языке. Возможно, и по национальности были русскими. Если они ходили на выборы, то с наибольшей вероятностью голосовали за пророссийских политиков, как и большинство местных жителей. Кстати, мало кто знает, но с 2015 года дважды избранным мэром Покровска является русскоговорящий активист антимайдана Руслан Требушкин. Открытый сторонник Виктора Януковича и один из тех региональных политиков Украины, кто карьеру свою построил как раз на призывах дружить с Россией. Уничтожению и разграблению российская армия подвергает именно восток Украины. В первую очередь Донбасс, регион, который был наиболее близок к России и политически, и этнически, и по языку. А авторы видеоролика и вежливые люди из Перми еще и видят в этом что-то веселое. У владельцев разграбленного дома, если они остались живы и эвакуировались, есть только один шанс вернуть права на свою недвижимость. Согласно нынешним процедурам, они должны выехать из Украины в третью страну, из нее прилететь в аэропорт Шереметьево и там пройти фильтрацию. Шансы преодолеть эту процедуру невысоки. Разворачивают и дают многолетний запрет на въезд в Россию женщинам с детьми и пенсионерам. Пограничники не пускают в Россию даже бывших пророссийских активистов и тех, у кого есть близкие родственники в России или в российской армии. В прошлом году при освобождении поселка Водяное в ДНР Александр спас от гибели 15 человек, своих сослуживцев. А вот защитить свою маму у него, увы, не получается. Женщина, которая еще в 2014 году помогала организовывать референдум в Донбассе, не пропустили через Шереметьево. Развернули на границе, не дав возможности попасть в Россию. Позиция у силовиков такая. Все эти люди обязаны были сидеть у себя дома и прямо под снарядами, ракетами и авиабомбами дожидаться прихода российской армии. А раз они не дождались и эвакуировались, значит неблагонадежные. В отсутствие хозяев, которых российская армия вынудила уехать, а российские же пограничники потом не пустили домой обратно, любое более-менее уцелевшее жилище признается бесхозным и передается оккупационной администрации. Это одна из форм передела собственности, которые практикуются на захваченных территориях. И особенно в Донецкой области, где схематозы прокручивает человек с опытом, бывший функционер МММ Денис Пушилин, персонаж максимально далекий от любых сантиментов по отношению к нашим людям на Донбассе. В феврале этого года, накануне 3-летней годовщины так называемой спецоперации, мы сделали выпуск о бедственном положении Донецка. Там, в 900-тысячном городе, почти не работают водопровод и канализация. График подачи воды раз в 2 дня на 4 часа, да и он соблюдается не всегда. А напора зачастую не хватает, чтобы вода дошла до верхних этажей. Ремонтом коммуникаций заниматься некому. Мужское население, включая 18-летних студентов, угнано на войну еще в 22-м. Многие уже давно погибли.
Тем временем в Донецке и соседних городах под шумок военных действий идет передел собственности. 29 сентября 22 года, за сутки до вступления самопровозглашенной ДНР в состав России, там провернули такой маневр. Местный Государственный комитет обороны во главе с Пушилиным принял постановление номер 341, отменив права собственности на 290 тысяч объектов недвижимости. На следующий же день комитет, издавший постановление, был упразднен, потому что ДНР типа стал частью России. И жаловаться стало не на кого, как и в суд подавать тоже, не на кого. Собственники жилья оказались вынуждены возвращать себе права на квартиры и дома, писать заявления, собирать пакеты документов. В большинстве случаев у владельцев остались документы на недвижимость, выданные еще Украиной. Но признание или непризнание этих документов де-факто зависит от просто желания местных властей. Кроме того, необходимо личное присутствие собственника. Если он куда-то уехал от невыносимой и бесправной жизни, так обязан вернуться. В июне 24 года Пушилин подписал новый указ, который был официально преподнесен как исправление технической ошибки и восстановление прав собственности. Но в действительности новый документ лишь подтвердил старый. Буквально, на словах сказано одно, а в документе написано прямо противоположное. Лишь в январе нынешнего года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве во время судебной тяжбы по одному конкретному объекту недвижимости признал отдельные пункты постановления 341 незаконными. Теоретически это важный судебный прецедент, но поскольку постановление не было отменено целиком, остается лазейка, связанная с благонадежностью собственника. В феврале Пушилин предложил принцип: если человек владеет квартирой, но физически не находится в ДНР, такого человека следует по умолчанию считать спонсором ВСУ. Дескать, квартиру сдает, а вырученные средства шлет украинской армии. Если не сдает и дает кому-то жить у себя бесплатно, то все равно спонсирует ВСУ. Если даже он принял российское гражданство, по умолчанию следует считать, что паспорт он взял всего лишь для прикрытия своих злых намерений. Всякий отъезд, по мнению Пушилина, должен априори трактоваться как измена, а права собственности на жилье приостанавливаться. У кого есть российский паспорт, тот должен вернуться в Донецк и попытаться доказать, что он не предатель. А украинские граждане, находящиеся за границей, оказываются в безвыходном положении. Продать жилье дистанционно они не могут, как и въехать в Россию для подтверждения прав собственности из-за фильтрации в единственном пункте пропуска украинцев в Шереметьево. Все сказанное относится к Донецку и другим городам ДНР в границах до февраля 22 года. А что происходит в населенных пунктах, захваченных после начала полномасштабного вторжения? Там тоже сотни тысяч людей стали бездомными. Самый распространенный способ лишить человека недвижимости не связан даже ни с какими аферами. Российская армия просто уничтожает Донбасс физически. Сотни населенных пунктов, городов и поселков стерты с лица земли. Процесс этот идет непрерывно. Каждая новая неделя еще как минимум пара разрушенных сел. И подавляющее большинство из них восстанавливать никто не собирается, как и, конечно же, платить владельцам разрушенного жилья какие-либо компенсации там. Немногих оставшихся местных жителей, обычно 1-2% от довоенного населения, гордо показывают по российскому телевидению в роли русских, освобожденных от бандеровского режима, а потом оставляют выживать среди развалин. Погибших называют жертвами ВСУ, а кто эвакуировался на Запад, никак не сможет приехать и заявить права даже на участок, где раньше стоял дом. Но это тот случай, когда нет никаких выгодоприобретателей. Есть и схематозы, которые начинаются в тех немногих местах, которые все же решено отстраивать заново. Там и компенсации, и строить что-то, и продать можно, и там можно много чего накрутить. В первую очередь, это Мариуполь. Любые разговоры о том, что Владимир Путин уничтожает Донбасс, о том, что в отличие от немцев в 40-е он уничтожает его безвозвратно, все эти разговоры упираются в Мариуполь. Его предъявляют и говорят: что же это? Город, уничтоженный в 22 году, сейчас превращен в большую стройку. Посмотрите, мол. Правда, не весь, только часть районов. Именно их, со свежей штукатуркой на домах и новым асфальтом на улицах, показывают по российскому телевидению как символ возрождения Донбасса. Дескать, прошла российская армия и принесла новую жизнь. Новостные сюжеты умалчивают, что при старой жизни людей в городе было примерно в 2 раза больше. Что по темпу роста зарплат Мариуполь занимал первое место в Украине и обгонял Киев. Происходило это в том числе благодаря тяжелой промышленности,
которое теперь не подлежит восстановлению. За яркими фасадами домов скрывается несколько мошеннических схем, которые реализует правительство ДНР в отношении тех, кто никуда не уехал и взял российский паспорт. Нам отказывают в жилье по постановлениям, которые не имеют юридической силы, а также незаконно уменьшают квадратные метры на жилье. Согласно Конституции Российской Федерации 40/1, каждый имеет право на жилище, и никто не может лишить жилища. Нас лишили этого права, нарушая Конституцию Российской Федерации, которая является высшим правовым актом. Наша команда проанализировала десятки видеообращений, записанных мариупольцами в нынешнем 25 году. Сотни подобных роликов записаны были и в прошлые годы, но нам важно было выяснить состояние на сегодняшний день. Обращения записывают коллективно. Жители одного конкретного дома или конкретной улицы. Зачастую, прежде чем перейти к самому обращению, они декларируют свою абсолютную лояльность лично Владимиру Путину. Это вынужденная мера. За всякое проявление нелояльности они могут быть лишены приобретенного гражданства и депортированы. Де юре Конституция России запрещает отнимать российское гражданство. Его можно дать человеку, но не забрать. Де-факто решение о предоставлении гражданства не по праву рождения может быть в любой момент отменено, и это инструмент давления на людей на так называемых новых территориях. Так вот, мы проанализировали десятки обращений в той части, где они не хвалят вынужденно Владимира Путина, и выявили несколько повторяющихся тем. Одна из них – массовое признание уцелевших и частично уцелевших квартир бесхозными. Это обоюдоострая проблема. С одной стороны, людей, живущих в собственных квартирах, в произвольном порядке ставят перед фактом. Ваше жилье-то признали бесхозным. Все, проваливайте. С другой стороны, жителям уничтоженных домов в качестве компенсации предлагают вселиться в те самые бесхозные квартиры. На что жалуются, к примеру, бывшие жители микрорайона Стадион. Конкретно на этом обращении собрались люди, жившие до войны на бульваре 50 лет октября, он же бульвар Миотиды. На нашем районе до начала специальной операции находилось 48 многоквартирных домов, 3 детских сада и школа. В результате боевых действий многие дома пострадали и были разрушены. Весь район был снесен без согласия жителей района. На данный момент здесь планируется застройка ипотечных домов. На последней встрече с нашим мэром города Олег Валерьевич сообщил, что компенсационное жилье строиться не будет. Нам всем выдадут бесхозные квартиры, но мы не хотим чужое жилье. Люди требуют, чтобы им восстановили их дом, а не давали в пользование чужой. Во-первых, они считают крайне неэтичным заселяться в квартиры семей, которые в 22 году уехали, спасаясь от боевых действий. В отличие от Пушилина, они не считают своих уехавших земляков врагами, и, судя по тону некоторых обращений, хотели бы, чтобы земляки вернулись, и чтобы тем было где жить. Люди устали скитаться по съемным квартирам. Люди устали бороться за свое жилье, которое администрация города отправляет в бесхоз. Чтобы вам показать, как много пустых квартир в городе, но это не так. Это ложь. У каждой квартиры есть собственники. Рано или поздно они вернутся и заберут свое. Во-вторых, люди не согласны уезжать из своего микрорайона Стадион. Он расположен недалеко от пляжа. Власти предполагают возвести здесь дорогое коммерческое жилье, а бывших жителей переместить куда-то на выселки. Да еще и на птичьих правах и в чужие квартиры. Вот обращение с Комсомольского бульвара, он же Морской. После боевых действий весь район снесли, но большинство домов можно было восстановить. Наш район планируется под ипотеку, без учета наших интересов. Состоялась встреча с жителями нашего района с главой администрации Маргуном Олегом Валерьевичем, на которой он сказал, что будут людям выдавать бесхозное жилье. Нам важно получить свое жилье, а не чужое. Так называемые бесхозные квартиры далеко не всегда пригодны для жизни. Об этом, например, говорят жители района Черемушки. Люди запросто теряют право собственности из-за того, что фактически не живут в квартире, в которой жить невозможно в принципе.
В бесхоз попадают квартиры, в которых невозможно жить, так как они выгоревшие, хотя снаружи дома покрашены и производят впечатление пригодности для жизни. Люди за такое жилье производят даже и оплату, хотя живут на съемных квартирах. И это не спасает от бесхоза. Инвентаризация такого жилья проводилась некачественно. Целыми домами отправляли в бесхоз. Таким образом, лишая людей их собственности. Я упоминал новые и старые названия улиц, ведь в рамках так называемой денацификации в Мариуполе их массово меняют. Бульвар Меотиды – это, мол, нацистское название, а 50 лет октября – нет. Меотида, если что, это Азовское море на древнегреческом. В действительности делается это для совсем брутальной мошеннической схемы. Меняется название улицы, меняется нумерация домов, и жильцы не могут доказать местным властям, что у них до войны было здесь жилье, что они вообще до войны жили в Мариуполе. Улицы-то такой нет, где вы жили. Так что чего приперлись? Прописка аннулируется, а власти, бывшим жителям уничтоженных домов, как бы ничего и не должны. Несколько обращений записаны жителями бывшей улицы Азовстальской, которая сейчас стала Тульским проспектом. Тут сейчас будет длинный фрагмент, около минуты, но его важно послушать. Там по ходу обращения поднимается еще одна обширная тема. Мы являемся гражданами Российской Федерации, которые пострадали в результате боевых действий. И вот уже практически 3 года, как покинули свои квартиры и больше туда не вернулись. И фактически являемся бомжами с пропиской в паспортах Российской Федерации по данному адресу. Наши дома были разрушены, вследствие чего снесены еще в 2022 году, под обещание местных властей в ближайшее время обеспечить нас новым жильем. Мы были обмануты и по сей день вынуждены проживать в съемных квартирах. За нашими спинами, где остались котлованы от наших домов, вы можете видеть забор, за которым в ближайшее время начнется строительство ипотечного комплекса. Данный участок был отдан под ипотечное строительство главой Донецкой Народной Республики Пушилиным Денисом Владимировичем распоряжениями номер 430 и 431 от 03.12.2024 года, где изменено не только название улицы Азовстальской на проспект Тульский, но изменены литеры корпусов с Б и В на Д и Е. Напрашиваются выводы, что это было сделано умышленно, чтобы окончательно лишить нас прав на нашу частную собственность. Самая частая тема обращений – ипотечное жилье. Власти сносят поврежденный многоквартирный дом и начинают строить на его месте новое коммерческое жилье для продажи по ипотеке. А жильцам снесенного здания не дают вообще ничего. Просто предлагают на общих основаниях взять ипотеку в строящемся доме. В Мариуполе это массовое явление. В первую очередь оно затронуло жителей хороших районов близ городских пляжей. Но не только. Вот обращение бывших жителей домов по проспекту Металлургов, которых после 22 года оставили буквально ни с чем, под чистым небом. Мы, потерявшие жилье и все имущество, не можем позволить себе покупку ипотечного жилья. И при отсутствии строительства компенсационного жилья в Мариуполе возникает чувство брошенности и ненужности. Особенно больно и горько за лиц пожилого возраста и стариков, которые прожили здесь более 40 лет. На месте снесенного квартала нам обещали компенсационные дома, но строится ипотека. Потом обещали в ипотечных домах 10% компенсационных квартир. Но обещания так и остались обещаниями. Характерно, что даже после блокады и штурма города часть многоквартирников осталась во вполне ремонтопригодном состоянии. Люди какое-то время продолжали жить в захваченном городе в своих квартирах и ждали ремонта. Но вместо этого дом сносят, улицу переименовывают, нумерацию меняют, а новым бездомным предлагают взять ипотеку. Дом у нас был кирпичный, из серого кирпича, крепкий. Покажи, Вот какой. он вот был вот такой вот. Там частично пострадал 3-й подъезд, немножечко, частично. Один Вот. стоят. После решения в июне месяце 23-го года дом был снесен за 2 дня. Мы не успели дальше сюда прийти и разобраться, по какой причине. На месте нашего дома планируется строить ипотечное жилье. Впрочем, иногда встречаются и обратные ситуации. Дом, более-менее уцелевший после боев, начинают ремонтировать, но именно из-за этого жители оказываются в ловушке. Ремонтники демонтируют поврежденную крышу, а на этом средства заканчиваются. Здание остается стоять без крыши. Не самая распространенная ситуация, но бывает и такое. Частая тема обращений – денежные компенсации взамен уничтоженного жилья. Если ее и предлагают, то это 45 тысяч рублей за квадратный метр, при рыночной стоимости квадратного метра 130-190 тысяч рублей.
Но и это еще полбеды. Если ты жил один, в квартире в 100 квадратных метров, 4,5 миллиона тебе могут и не дать. Социальная норма на одного человека 33 квадратных метра. Исходя из этой нормы, одинокий человек за утраченную 100-метровую квартиру может получить 1 485 000 рублей, плюс 100 000 за потерянное имущество. Кстати, норма на 2 человек не 66 метров, как вы могли бы предположить, а 42. Супружеская пара может претендовать на 1 890 000 плюс 100 000. Пара с ребенком на 2,5 миллиона суммарно. На эти деньги новую квартиру не купишь. Согласно хитровыдуманной процедуре, ты не можешь сразу потребовать новую квартиру. Сначала нужно подать заявление на денежную компенсацию, затем срочно от нее отказаться и подать документы на новое жилье. Есть риск не успеть, получить небольшую сумму, и на этом все. Обязательства государства перед тобой типа выполнены. Сначала мы должны написать заявление на получение денежной компенсации. После принятия положительного решения письменно отказаться от денежной выплаты и только потом написать заявление на предоставление компенсационного жилья по новому закону. Кто из администрации даст 100% гарантию, что деньги не перечислят слишком быстро, лишая нас возможности обратиться за получением жилья. Впрочем, податься на денежную компенсацию тоже непросто. Местные власти ищут любую зацепку для отказа. Смена названий – лишь один из многих способов. Другая возможность – оставить людей ни с чем, не признавать их наследственные права. В бездомных превращены все, кто при Украине не приватизировал жилье. По ДНРовским постановлениям таким людям ничего не полагается. А если у мариупольца есть в собственности хотя бы сарай за пределами города, ему скажут: у тебя же есть жилплощадь, езжай жить в свой сарай. Это я реальный случай привожу. Все плохо у тех, кто в свое время, например, купил вторую квартиру для своего выросшего ребенка и его семьи. По документам у человека оказывается 2 квартиры. Тот факт, что в одной из них жила другая семья, никого не волнует. Больше одной квартиры никому не положено. К слову, те же принципы действуют и в Курской области. В Мариуполе проблемы могут также возникнуть, если ты приобрел квартиру в собственность после 11 мая 2014 года. Потому что летом 22-го Пушилин подписал постановление номер 153, согласно которому Мариуполь с этой даты находился под временной оккупацией Украины, и все сделки, совершенные после, нужно переподтверждать. – 30 сентября 2022 года Путин вписал Донецкую область вместе с 3 другими регионами Украины в Конституцию России. Местным жителям, кто остался жив и не уехал, в ультимативном порядке стали выдавать российские паспорта. Вплоть до того, что диабетикам прямым текстом заявляют: без вступления в гражданство не будет инсулина, а это гарантированная мучительная смерть. Все, что творят на Донбассе с точки зрения самого путинского государства, они творят в России. Конечно же, подспудно все понимают, речь не о настоящей России, а об оккупированных районах Украины. Но официальная логика иная. И разоренный дом в Покровском районе, с которого мы начали сегодняшний выпуск, согласно официозу, находится в России. И жили в нем вроде как наши люди, наши донбассы, которых пришли спасать. А в Мариуполе сейчас все или почти все живут с российскими паспортами. И, кстати, в большинстве своих обращений ссылаются на российскую конституцию. Одно дело, когда государственная машина творит беззаконие в отношении людей на оккупированной территории, прямо заявляя: «Горе побежденным». Ничего хорошего в этом нет. Но все-таки это одна ситуация, совсем другая, когда режим объявляет этих людей соотечественниками, спасенными, освобожденными, и издевается над ними именно в таком качестве уже. Если Мариуполь – это Россия, а мариупольцы – такие же россияне, то что ж там нахрен происходит? И почему мариупольский беспредел не может быть воспроизведен по отношению к россиянам в любом другом субъекте Российской Федерации? Никакой причины, конечно, нет. Еще как может быть это? Некоторые еще в 22 году говорили, что это не ДНР присоединяют к России, а Россию присоединяют к ДНР. Есть и другая фраза русского писателя Александра Герцена: «Государство расположилось в России как оккупационная армия». Слова эти буквально отображают реалии в так называемых новых регионах. Но и старые регионы нашей страны могут почувствовать что-то похожее. И чем дольше будет продолжаться война, тем сильнее ДНРовские практики будут проникать в жизнь остальной России.
Александр Бастрыкин на Петербургском форуме открыто хвастается тем, что устраивает массовые облавы на людей, вступивших в российское гражданство. 80 тысяч, по его словам, отловил и 20 тысяч отправил на войну. Денис Пушилин грабит людей с красными паспортами и десятками тысяч превращает их в бездомных. Так что ж тогда стоит российское гражданство? И неважно, становятся люди российскими гражданами по доброй воле или вынужденно в оккупации. Вместе с гражданством они обретают не права, а ярмо. Вся путинская система, от практик на местах до государственной квазиидеологии, именно про это. Мол, над своими гражданами можно и нужно издеваться. В этом как бы и состоит суверенитет. Если путинская Россия говорит про кого-то «наши люди», горе тем людям. Когда-нибудь мы об этом вспомним и сами не поверим, что в России могло существовать такое скотство. Но прямо сейчас мы при нем живем. Это важно проговаривать, анализировать и обсуждать. Конечно, это не навсегда. И настолько противоестественное, извращенное состояние государства нам предстоит преодолеть. Но сейчас фиксируем то, что имеем на сегодня. До завтра.